3 месяца назад я похоронила мужа. Владимир умер от инфаркта. Внезапно. Прямо на кухне, когда пил утренний чай. Скорая не успела. 38 лет брака закончились за 8 минут. Я до сих пор не могу привыкнуть к тишине в доме, к тому, что его больше нет, к тому, что половина кровати пустая, к тому, что никто не спрашивает по утрам: «Тома, а где мои очки?» Вчера я разбирала гараж. Владимир был аккуратным человеком, но после него осталось столько вещей. Инструменты, запчасти, коробки с чеками, квитанциями, документами за 30 лет. Я перебирала все это, выбрасывала ненужное, откладывала важное, плакала, вспоминала. В углу, за старыми металлическими стеллажами, я заметила что-то странное. Край какого-то ящика, серого. Я отодвинула стеллаж и увидела сейф. Старый, советский, тяжелый, с кодовым замком и облупившейся краской. Я не знала, что он у нас есть. Никогда его не видела. Попробовала открыть, покрутила колесики. 0000. Не открылось. Набрала дату его рождения. 12.04.60. Не открылось. Дату нашей свадьбы. 15 июль 84. Не открылось. Я уже хотела бросить, и тут вспомнила. Его служебный пропуск с завода. Номер 3729. Он носил этот пропуск 20 лет. Я помнила цифры наизусть. Набрала. 3729. Щелкнула, замок открылся. Я потянула тяжелую дверцу. Внутри было темно. Пахло пылью и старой бумагой. На дне сейфа лежали документы. Я достала пачку, развязала тесемку и обомлела. Паспорта. 6 паспортов. Советских. Старых, потрепанных. Я взяла первый. Открыла на странице с фотографией. Владимир. Молодой. Лет 30. Серьезный взгляд. Я узнала бы его из 1000. Но имя было не Владимир. Сергей Викторович Белов. Я моргнула. Перечитала. Сергей. Не Владимир. Может, ошибка? Может, чужой паспорт попал случайно? Взяла второй паспорт. Снова его фотография, снова молодой. Но имя другое. Андрей Николаевич Комаров. Сердце забилось быстрее, руки задрожали. Третий паспорт – Виталий Сергеевич Зайцев. Четвертый – Дмитрий Иванович Кузнецов. Пятый – Игорь Васильевич Орлов. Шестой – Владимир Петрович Соколов. Вот оно, знакомое имя. То самое, с которым я прожила 38 лет. Но это был только один из паспортов. Один из 6. 6 имен, 6 разных дат рождения. На одном паспорте печать Киева, на другом Ташкента, на третьем Алма-Аты. Я сидела на бетонном полу гаража. Паспорта лежали вокруг меня. 6 жизней, 6 людей. Один человек. Мой муж. Кто ты, Володя? Кто ты на самом деле? Шпион, преступник, мошенник? Или я просто сошла с ума от горя и вижу то, чего нет? Я собрала паспорта. Дрожащими руками сложила обратно в сейф, закрыла, задвинула стеллаж на место. Вышла из гаража, села в машину, завела, поехала домой. Всю дорогу повторяла одно и то же. Это не может быть правдой. Это не может быть правдой. Но в глубине души я уже знала. Моя жизнь — ложь. Мой муж — незнакомец.
и мне предстоит узнать правду, какой бы страшной она ни была. Меня зовут Тамара Ивановна Соколова, мне 62 года. Я всю жизнь проработала учительницей математики. 35 лет в школе номер 17. Выпустила больше 700 учеников. Учила их дробям, уравнениям, геометрии. Кто-то стал инженером, кто-то программистом, кто-то просто хорошим человеком. Я помню почти все лица, почти все имена. Но своего мужа я, оказывается, не знала вообще. Мы познакомились в 1984 году. Мне было 24. Ему, как он говорил, 25. Теперь я даже в этом не уверена. Я только начала работать в школе, приехала по распределению из Смоленского педагогического института. Город был промышленный, серый, чужой. Заводы дымили, автобусы ходили плохо, люди были хмурые. Я жила в учительском общежитии. Комната на двоих с пожилой учительницей химии Зинаидой Петровной. Мы почти не разговаривали. Она вставала в 6, варила овсянку, уходила. Я в 7. Первый год был тяжелым. Дети не слушались. Родители жаловались. Директор вызывала к себе. «Тамара Ивановна, вы слишком мягкая». Я плакала по ночам в подушку. Хотела бросить все и уехать домой, к маме, в деревню, где тихо и понятно. Но встретила его и осталась. Владимир работал на машиностроительном заводе. Инженером-конструктором, так он говорил. Серьезный, молчаливый, всегда в очках, всегда аккуратный. Рубашка выглажена, брюки со стрелками, ботинки начищены. Он был не как другие заводские мужики. Те ходили в замасленных куртках с прокуренными пальцами, а он был другим, интеллигентным. Встретились случайно. На автобусной остановке. Октябрь, вечер, холодно. Я стояла с 2 тяжелыми сумками, купила продукты на неделю. Автобуса не было час, и начался дождь. Сильный, холодный, осенний. Я спряталась под козырек остановки, но он не спасал. Вода лилась за воротник, сумки намокали. Я стояла и думала: «Господи, ну за что?» И тут подошел он. «Возьмите зонт». Я подняла голову. Высокий мужчина. Очки в каплях дождя. В руке большой черный зонт. «Спасибо, не надо», — пробормотала я. «Я подожду. Не кончится до утра», — спокойно сказал он. «Берите». «А вы?» «У меня машина рядом». Он протянул зонт. Я взяла. Наши пальцы соприкоснулись на секунду. Его рука была теплой, сильной. «Спасибо», — прошептала я. Он кивнул и ушел. Я смотрела ему вслед. Старые «Жигули». Завел мотор, уехал. На следующий день я пришла на ту же остановку, специально, с его зонтом. Хотела вернуть. Он был там, стоял под дождем, без зонта, ждал. Когда увидел меня, улыбнулся. «Чуть-чуть. Вы пришли. Я хотела вернуть зонт. Оставьте. У меня еще 3 дома». Я засмеялась. Первый раз за месяц. Он протянул букет сирени. Белый. Пахучий. «Это вам». «Зачем?» «Потому что вы красивая. Никто никогда не говорил мне таких слов». Я покраснела до ушей. «Меня зовут Владимир», — сказал он. «Владимир Петрович Соколов. Можно просто Володя?» «Тамара. Тамара Ивановна». «Можно Тома?» Я кивнула. Мы встречались каждый день. Он провожал меня до общежития. Молчали. Просто шли рядом. Иногда держались за руки. Мне было хорошо. Спокойно. Безопасно. Через 3 месяца он поцеловал меня у подъезда. Снег падал. Я закрыла глаза и поняла, что это мой человек навсегда.
Через полгода мы поженились. Свадьба была скромная, ЗАГС, кафе, 20 человек. Мои родители из деревни, моя сестра, подруги по институту. С его стороны почти никого. Только один мужчина, Борис, друг с завода. Молчаливый, сухой. Поздравил, подарил хрустальную вазу. Выпил рюмку водки, ушел. Я спросила Владимира: «А твои родители, где они?» «Умерли», — коротко ответил он. «Я один». «Совсем?» «Совсем». Я его пожалела, обняла, подумала. Два одиночества, которые нашли друг друга. Теперь понимаю, он просто не мог привести родственников, потому что Владимир Петрович Соколов был выдумкой, легендой. Мы сняли однокомнатную квартиру на окраине, 5-й этаж без лифта, маленькая, холодная зимой, но наша. Владимир работал много, уходил рано, возвращался поздно, иногда в 10 вечера, иногда в полночь. «А врал на заводе», — говорил он, — «госзаказ, срочно». Я верила. А что еще оставалось? По выходным он иногда уезжал в командировки. Куда? На другой завод. Консультация. «Можно я с тобой?» «Нет, режимный объект». Я оставалась дома, одна, ждала. Он возвращался через неделю, уставший, молчаливый, садился на кухне, пил чай, смотрел в окно. «Как съездил?» «Нормально». «Что делал?» «Работал. Все. Больше ничего». Я не настаивала. В 1986 году родился Антон, наш первый сын. Роды были тяжелые, 12 часов. Я думала, умру, но выжила. Когда медсестра принесла мне красный орущий комочек, завернутый в пеленку, я поняла — это счастье. Владимир ждал в коридоре. Когда я вышла с сыном на руках, он заплакал. Заплакал. Я никогда не видела его слез. Ни до, ни после. Он взял Антона, прижал к груди. Шептал что-то на каком-то непонятном языке. «Володя, что ты говоришь?» Он вздрогнул, вытер слезы. «Молитву. Мама меня учила». «На каком языке?» «На церковнославянском». И я поверила. Конечно, поверила. Теперь думаю, это был узбекский, или таджикский, или казахский. Языки, которые он выучил для своих операций. Он качал сына ночами, пел странные песни. «Где ты этому научился?» – спрашивала я. «В армии. Служил на юге». Я кивала, верила. В 1989-м родилась Вера. Девочка, спокойная, тихая. Владимир души в ней не чаял. Покупал платья, ленточки, игрушки. Рассказывал сказки, придуманные, про принцесс и драконов. В 1993-м Олег, младший, шустрый, непоседа. 3 детей мы растили вдвоем, без бабушек и дедушек. Мои родители были далеко, в деревне, а его не было вообще. Дети спрашивали: «Мама, а где бабушка по папиной линии?» «Умерла». «А дедушка?» «Тоже». Они принимали. Им хватало нас. Владимир был хорошим отцом. Строгим, но справедливым. Учил мальчиков чинить велосипеды, паять провода. Учил Веру готовить, шить. Всегда был рядом. Всегда знал, что сказать. Но были странности. У него не было детских фотографий. Ни одной. «Володя, покажи детям, каким ты был маленьким». Сгорели. Пожар в доме. У него не было школьных друзей. Совсем. Мы гуляли по городу, никто его не узнавал. Никто не окликал. Будто он появился из ниоткуда. Однажды я нашла в его пиджаке чужой паспорт. 15 лет назад. Стирала, вытряхивала карманы, выпал паспорт. Открыла — фотография Владимира.
но имя Игорь Васильевич Орлов. Я испугалась, кинулась к нему. «Володя, чей паспорт?» Он спокойно взял, посмотрел, рассмеялся. «Тома, это не мой. Это рабочий с завода. Игорь. Я должен был отнести в отдел кадров. Но фото... Похож, да, бывает». Я всмотрелась. Фото мелкое, размытое. Может, правда похож? «Извини, показалось». Он поцеловал меня в лоб. «Ты устала. Отдохни». Я ушла, а он допил чай и положил паспорт обратно в пиджак. Теперь я понимаю. Это был один из его паспортов. Игорь Васильевич Орлов, легенда номер 5. И я чуть не раскрыла его тайну 15 лет назад. Еще странность. Деньги. Мы жили скромно. Моя зарплата учительницы 120 рублей. Его зарплата инженера 200. Но иногда он приносил большие суммы. Наличными. В конвертах. Откуда? Премия за проект. Я радовалась. Покупали детям одежду, делали ремонт. Но почему наличными? Почему в конвертах, без печатей? Я не спрашивала. Была удобной женой. В 2005-м завод закрылся. Владимир открыл мастерскую. Чинил технику в гараже. Телевизоры, холодильники, стиральные машины. Работал хорошо. Клиентов было много. Дети выросли, разъехались, завели свои семьи. Мы остались вдвоем. 38 лет вместе. Я думала, что знаю его. Думала, что прожили жизнь душа в душу. А потом он умер. 8 июля. Утро. Суббота. Сидели на кухне, пили чай. Планировали поехать на дачу. Владимир встал, открыл окно. Что-то душно. Постоял, обернулся ко мне, посмотрел. Странно, будто хотел что-то сказать. «Володя, ты как?» Он улыбнулся. «Грустно. Я люблю тебя, Тома». «Я тоже. Что случилось?» «Ничего. Просто хотел сказать». Он сел обратно, взял чашку и упал, лицом на стол. «Володя!» Я кинулась к нему, перевернула, лицо серое, глаза закрыты. Позвонила в скорую, кричала: «Быстрее! Мужу плохо!» Скорая приехала через 20 минут. Врач послушал, покачал головой. Инфаркт. Обширный. Не успели. Я упала на пол, рыдала. Он не мог умереть ни сейчас, ни так. Но он умер. Последние слова были: «Я люблю тебя, Тома». Похороны, гроб, кладбище. Я стояла у могилы, смотрела, как опускают гроб в землю, и думала: кто там? Кто я хороню? Владимира, Сергея, Андрея? Но не знала, что через 3 месяца узнаю правду. После того, как я нашла паспорта, я не спала 3 ночи. Лежала, смотрела в потолок. В голове крутились вопросы. Кто он? Зачем 6 имен? Что скрывал? Он вообще любил меня? Или я была просто частью легенды? На 4-й день я вернулась в гараж, открыла сейф, достала все 6 паспортов. Разложила на верстаке под лампой. Стала изучать. Паспорт 1. Сергей Викторович Белов. Дата рождения 15 марта 1958 год. Это на 2 года раньше, чем официальная дата рождения Владимира. Место рождения – Москва. Владимир говорил, что родился в Смоленске. Печать – Ташкент, 1983 год. Паспорт 2. Андрей Николаевич Комаров. Дата рождения – 23 июня 1959 год. Еще одна дата. Место рождения – Киев. Печать
Киев, 86 год. Украинский паспорт. Паспорт третий. Виталий Сергеевич Зайцев. Дата рождения 10 января 57 год. Место рождения Алма-Ата. Печать Алма-Ата, 82 год. Казахстанский. Паспорт четвертый. Дмитрий Иванович Кузнецов. Паспорт пятый. Игорь Васильевич Орлов. Тот самый, что я нашла в пиджаке 15 лет назад. Значит, он не соврал случайно. Он быстро придумал легенду, и я поверила. Паспорт шестой. Владимир Петрович Соколов. Дата рождения 12 апреля 60 год. Та самая дата, которую я знала, которую праздновала 38 лет. Но это был просто один из паспортов. Я смотрела на документы. 6 имен, 6 биографий, 6 жизней. Кто из них настоящий? Или все выдумка? На последней странице паспорта Андрея Комарова штамп прописки. Город Киев, улица Крещатик, дом 43, квартира 12. Я никогда не была в Киеве. Владимир тоже. Или нет? Может, у него там другая семья, другая жена, другие дети? Что, если я любовница? Что, если его настоящая семья где-то там, и они не знают, что он умер? Руки тряслись. Я закрыла паспорта. Нет, я должна узнать правду. Достала телефон, позвонила старшему сыну. «Антон, приезжай, срочно. Возьми Веру и Олега. Всем нужно это услышать». «Мама, что случилось?» «Приезжай». Через 2 часа все трое сидели у меня на кухне. «Мам, ты нас пугаешь», — сказала Вера. «Что произошло?» Я молчала, не знала, с чего начать. Наконец выдавила. «Вы знали, кто ваш отец?» Антон нахмурился. «В смысле? Папа инженер, работал на заводе, потом в мастерской. Я нашла в гараже сейф. Ну и? Там паспорта, 6 штук, с разными именами, с фотографией отца, но с чужими именами». Тишина. Антон первым пришел в себя. «Покажи». Мы пошли в гараж. Я открыла сейф, достала паспорта. Дети молча перебирали документы, читали имена, смотрели на фотографии. Вера побледнела. «Мама, это подделка?» «Не знаю, но печати выглядят настоящими». Олег взял один паспорт, смотрелся в фото. Это папа. Молодой, но точно он. Антон достал телефон. Сейчас поищу в интернете. Набрал первое имя. Игорь Васильевич Орлов. Ничего. Второе имя. Дмитрий Иванович Кузнецов. Ничего. Третье, четвертое, пятое. И тут на 6-м имени Андрей Николаевич Комаров. Он застыл. «Мама, смотри». Протянул мне телефон. На экране статья из архива газеты «Известия», 97 год. Заголовок. «Дело о хищениях на заводе имени Кирова. 3 обвиняемых скрылись». В тексте список имен. И среди них Андрей Николаевич Комаров, инженер-конструктор, обвиняется в растрате средств предприятия на сумму 250 тысяч рублей. Комаров скрылся с места жительства, объявлен в розыск. Я похолодела. «Нет». Вера всхлипнула. «Папа был вором?» Я схватила телефон, перечитала снова и снова. «Нет, это не мой Владимир». Но фамилия Комаров. Одна из фамилий в паспортах.
Олег достал украинский паспорт. А это украинский? Мам, он что, шпион? Не знаю. Я не знаю. Антон положил руку мне на плечо. Успокойся. Давай разберемся. Может, у папы были причины. Может, его подставили. Может... Он замолчал. Я смотрела на сына. На его серьезное лицо, такое похожее на Владимира. Или, тихо добавил Антон, может, мы вообще не знали, кто наш отец. Я не спала всю ночь после разговора с детьми. Сидела на кухне. Перед мной лежали все 6 паспортов. Кто ты, Володя? Преступник? Мошенник? Утром я приняла решение. Нужно найти кого-то, кто знал Владимира по-настоящему. У него был один друг, Борис Михайлович, друг с завода. Они виделись редко, раз в год, пили чай, молчали, играли в шахматы. На похоронах Борис приехал, стоял у гроба, не плакал, просто смотрел. Потом ушел, не сказав ни слова. Я нашла его номер, позвонила, долгие гудки, наконец мужской голос. «Да». «Борис Михайлович, это Тамара, жена Владимира Соколова». Долгая пауза. «Я знаю, кто вы. Мне нужно с вами поговорить». «О чем?» «О Владимире». Снова пауза. Тяжелое дыхание. «Он умер». «Я знаю, но я нашла кое-что. Мне нужны ответы». Тишина. Наконец. «Приезжайте, но одна, и никому не говорите». Он назвал адрес. Окраина города, частный сектор. «Завтра, в 2 часа. Я приеду». Он повесил трубку. На следующий день я села в автобус. Ехала час. Потом пешком по грунтовой дороге еще 20 минут. Дом стоял в конце улицы. Старый, покосившийся забор, заросший сад. Постучала в калитку. Дверь открылась. Вышел высокий седой мужчина. Лет 65. «Входите». Я прошла через двор. В дом. Внутри было чисто, но бедно. Старая мебель, потертый ковер, на стенах ни одной фотографии. Борис молча налил чай, сел напротив. «Что вы нашли?» Я достала 2 паспорта, положила на стол. Он взял, открыл, посмотрел. Лицо не изменилось. Ни удивления, ни шока. «Откуда?» «Из сейфа, в гараже. Там еще 4 таких». Он кивнул, закрыл паспорта. «И что вы хотите узнать?» «Кто он?» — я почти кричала. «Кто мой муж? Преступник? Шпион? Я нашла статью про хищение, там одно из его имен». Борис медленно встал, подошел к окну, долго молчал. Потом, не оборачиваясь, сказал: «Владимир Петрович Соколов работал не на заводе». Я замерла. «Что?» Завод был прикрытием. Он работал на государство. У меня закружилась голова. На государство? Борис повернулся, посмотрел на меня. Владимир служил в органах КГБ, потом ФСБ. Он был офицером под прикрытием. Я не могла дышать. «Вы врете». «Я не вру», — жестко сказал он. «Я служил вместе с ним. Я был его куратором». «Но почему мне не сказали? Почему он не сказал мне?» Борис вернулся к столу. «Потому что он дал подписку о неразглашении до конца жизни. Даже жене. Зачем? Для защиты. Вашей, детей. Если бы вы знали, стали бы мишенью». Слезы потекли по моим щекам. «Мишенью?
От кого? От тех, против кого он работал. Владимир работал в поле, под легендами, в Ташкенте, в Киеве, в Алма-Ате, там, где нужны были глаза государства. А статья про хищение? Борис кивнул. Операция прикрытия. Его разоблачили как вора, чтобы он мог уйти из зоны, сменить легенду. Спектакль для преступников, за которыми он следил. Я закрыла лицо руками. Господи. Владимир выполнял задание до 98-го. Потом его вывели. Дали новую легенду. Инженер. Дали документы. Дали жизнь. Но мы поженились в 84-м. Значит, когда мы встретились, он уже был агентом? Да, встреча с вами была частью легенды. Ему нужна была жена, семья, чтобы выглядеть обычным человеком. Мир рухнул. Значит, он не любил меня? Я была прикрытием? Борис посмотрел мне в глаза. Нет. Сначала да, но потом он полюбил вас по-настоящему. Я видел. Когда он говорил о вас, о детях, в его глазах была правда, не игра. Откуда вы знаете? Потому что в 98-м, когда ему предложили новое задание, он отказался. Сказал: «У меня семья, я больше не могу лгать». Его отпустили, дали мастерскую. Он выбрал вас. Я рыдала. Борис налил мне воды. «Выпейте». Я выпила. Руки дрожали. А паспорта зачем хранил? Память. Или страховка на случай, если придется исчезнуть. От кого? От прошлого. Оно иногда возвращается. Я посмотрела на паспорта. Можете показать доказательства, документы? Борис встал, ушел в комнату. Вернулся с папкой. Открыл. Достал листы с печатями. С грифом «Секретно». Срок давности истек. Теперь это просто бумага. Я взяла документы. Читала. Операция «Южный ветер». Офицер Соколов ВП. Легенда. Комаров А.Н. Ташкент, 83-86 годы. Имена, даты, города. Все сходилось. Владимир был агентом. Я смотрела на документы и не знала, что чувствовать. Облегчение? Он не преступник. Гордость? Он служил стране. Боль? Он лгал 38 лет. Борис забрал документы. Теперь вы знаете, что будете делать. Не знаю. Можете рассказать детям, но осторожно. Я кивнула. Спасибо. Борис проводил меня до калитки. Владимир был хорошим человеком и хорошим офицером. Он защищал страну, и он любил вас по-настоящему. Я ушла. Всю дорогу домой плакала. От облегчения, от боли, от любви. Мой муж был героем, и я никогда не узнала бы, если бы он не умер. Вернувшись домой, я позвонила детям. «Приезжайте». Я узнала правду. Через час они были у меня. Я рассказала все. Про Бориса, про службу, про операции, про легенды, про то, что их отец был офицером под прикрытием. Тишина. Антон первым заговорил. «То есть папа был как Джеймс Бонд?» Я улыбнулась сквозь слезы. «Что-то вроде». Вера закрыла лицо руками. Не знаю, что чувствовать. Гордость, обиду. Олег тихо сказал: «Помните, как папа учил нас быть осторожными, не доверять незнакомцам? Он готовил нас на случай, если прошлое вернется». Мне стало холодно. «Ты думаешь, он боялся?» «Не знаю, но он всегда был начеку. Помнишь, мам, как он проверял машину перед каждой поездкой?» Я вспомнила. Да, Владимир всегда делал это. Я думала, просто аккуратный. Теперь понимаю, проверял, нет ли бомбы. Антон встал.
Что будем делать с паспортами? Я задумалась. Борис сказал, что можно хранить или уничтожить. Вера покачала головой. Нет, это память о папе, о его настоящей жизни. Надо сохранить. Олег согласился. Хотя бы один. Остальные можно уничтожить. Я достала паспорта, разложила на столе. Антон взял Андрея Комарова. Этот — первая крупная операция. Здесь папа молодой. Я кивнула. Остальные 5 паспортов мы решили сжечь. Вышли во двор, развели огонь в металлической бочке, один за другим бросали паспорта в пламя. Сергей Белов. Огонь. Виталий Зайцев. Огонь. Дмитрий Кузнецов. Огонь. Игорь Орлов. Огонь. Владимир Соколов. Огонь. Даже его настоящее имя сожгли, потому что не знали, было ли оно настоящим. Остался только Андрей Комаров. Я держала паспорт в руках, смотрела на фото молодого Владимира. Вера обняла меня. «Мам, папа любил тебя». Я кивнула. «Знаю». Олег добавил: «И нас. Он любил нас». Антон сказал: «Он защищал страну. Это важно». Мы стояли у бочки, смотрели, как догорают паспорта. Пепел поднимался в небо. Уходили легенды. Уходили имена. Уходило прошлое. Оставалась правда. Владимир был героем, но также лжецом. Он любил меня, но обманывал 38 лет. Как жить с этим, я не знала. Прошел год. Жизнь идет, дети здоровые, внуки растут. Я вернулась в школу, на пенсии скучно. Антон закончил военное училище, лейтенант. Я плакала от гордости. Вера родила сына. Мы Владимир это, а лишь на Милзаке. А я живу спокойно, с памятью о муже. На комоде стоит рамка. В ней паспорт Андрея Комарова. Молодой Владимир смотрит на меня. Каждое утро я здороваюсь с ним. Каждый вечер желаю спокойной ночи. Иногда приходит Борис Михайлович. Пьем чай, молчим, вспоминаем. Он рассказывает истории, осторожно. Но я слышу между строк. Владимир спасал людей, рисковал жизнью, был героем. И я горжусь им. Недавно я была на кладбище, принесла цветы. Тихо сказала: «Володя, дети выросли, внуки здоровы, все хорошо. Я скучаю, но справляюсь. Спасибо за все». Ветер шелестел листьями. Мне показалось, будто он ответил: «Жди меня, Тома». Я улыбнулась, вытерла слезы, ушла. Потому что знаю, мы встретимся там, где нет лжи. А теперь вопрос к вам. Если бы вы узнали, что ваш муж или жена скрывали правду всю жизнь, не потому что не любили, а потому что защищали, вы бы простили или обиделись бы? Смогли бы принять, что человек, с которым прожили десятилетия, имел другое имя, другую жизнь, или это разрушило бы все? Я простила, потому что любовь сильнее лжи. А вы? Напишите в комментариях. Как хорошо мы знаем наших близких, и нужно ли знать все, или иногда молчание тоже любовь? Подумайте об этом и цените тех, кто рядом, пока они рядом. Берегите себя.